Неожиданно выяснилось, как вчерашние мигранты протаскивают в Россию и легализуют своих соотечественников. Депутат Госдумы самолично сходил в МФЦ и получил ответы на многие вопросы. А пока в парламенте думают о новых ограничительных мерах для мигрантов. По телевидению и в интернете показывают слезливые сериалы о добрых и трудолюбивых приезжих, на фоне которых русские мужчины заметно проигрывают. Обо всем этом мы и расскажем в этом выпуске. Депутат Государственной Думы Николай Арефьев посетил столичный МФЦ и выяснил множество аспектов, связанных с мигрантами в России. Во время заседания в парламенте он подчеркнул, кто именно работает в подобных центрах. Как оказалось, среди сотрудников МФЦ много выходцев из Узбекистана и Таджикистана. Именно эти люди занимаются всеми вопросами, касающимися регистрации приезжих в нашей стране. Это объясняет, почему вчерашние мигранты сейчас так активно помогают своим соотечественникам осваиваться в России, отметил депутат. Фактически, они полностью контролируют процесс легализации, сначала сами получают регистрацию, гражданство и паспорта, устраиваются на работу в МФЦ, а затем помогают пройти тот же путь своим землякам из Средней Азии. Очевидно, что в этой ситуации возникает конфликт интересов. Как минимум, работа таких МФЦ должна находиться под строгим внешним контролем. Необходимо провести ревизию уже выданных ими видов на жительство, гражданств и других документов. Возможно, стоит также рассмотреть введение ограничений для новых граждан России на работу в сфере регистрации иностранцев. Между тем, интернет и телевидение заполонили сентиментальные сериалы о трудолюбивых приезжих, на фоне которых русские мужчины выглядят невыгодно, а русские женщины – как неразборчивые дамы с низким уровнем социальной ответственности. Под видом красивых мелодрам о любви русским женщинам навязываются антисемейные сюжеты вроде сериала «Мой любимый Раджа». Уже из трейлера понятно, что жить с русским мужчиной очень плохо, а с иностранцем можно обрести счастье. В России 18 октября на телевидении вышел новый сериал под названием «Мой любимый Раджа». Сюжет этого шедевра рассказывает о милой и скромной учительнице английского языка Елене, которая вынуждена тащить на себе весь брак с Виктором. Муж не ценит свою добродушную и привлекательную жену, относится к ней как к вещи и иногда проявляет агрессию. Постоянного заработка у него нет, то подработки, то браконьерская охота. Елена мечтает о ребенке, но Виктор категорически против и хочет жить для себя. В этот момент в городе появляется индийский предприниматель Радж Мишра, который нуждается в помощи переводчика. Подруга убеждает Елену согласиться на эту работу. Они влюбляются друг в друга, но на их пути встают испытания в виде Виктора, пропажи бабушки Раджа и его ареста. Муж Елены категорически против ее счастья и не хочет отпускать ее, но, вероятно, все закончится, как в настоящей сказке. Для зрительниц старшего поколения, которые ностальгируют по временам СССР и своей юности, сериал сразу напомнит любимое индийское кино «Любимый Раджа», что обеспечит ему популярность. Сериал также будет интересен молодым женщинам и девушкам, которых создатели приглашают погрузиться в восточную сказку. Им покажут, что русская семья деструктивна, муж-абьюзер, постоянно пьет и не хочет детей. Настоящее же счастье возможно лишь с иностранцем. В его любви нет причин сомневаться. Мой герой – человек с доброй душой. Он придерживается семейных ценностей и традиций. Ради близких он готов на все, ведь семья – это святое. Говорит о своем персонаже актер Рустам Джабраилов. Для русского мужчины Виктора все наоборот. И все это несмотря на то, что в России этот год объявлен годом семьи, а страну охватила эпидемия разводов. И тут появляется такой шедевр, который мало способствует формированию позитивного образа семьи. Никакие школьные уроки семьеведения не помогут, если на экранах будут транслировать подобное. Создается впечатление, что кто-то намеренно задает такие установки или финансирует кинематограф для создания негативного образа русского мужчины и семьи. Трудно поверить, что это случайность или выдумка сценариста. Такой отечественный кинематограф наносит вред, внушая русским женщинам мысль, что родной мужчина опасен, а иностранец – нет. Конечно, не каждая встретит своего индийского Раджу, который подарит ей любовь и свой Тадж-Махал, но его легко можно заменить на мигранта, который приехал в Россию на заработки и обещает ту же чудесную восточную сказку. И не важно, что он не индус. Похож же на того из сериала. Он же работящий, в отличие от русского мужика, не пьет, примерный семьянин, думаю, такие вот любительницы экзотики. Ведь им так хочется счастья, как у героини сериала. Нет никакого смысла что-то говорить про институт семьи, демографию и вот это все.
Такой контент сам по себе генерирует разводы и разрушает семьи, пишут о сериале авторы телеграм-канала «Многонационал». И тут сложно не согласиться. Взрослых женщин обрабатывают подобными сериалами, подстегивая бросить семью, а девочек-подростков готовят к восточной сказке программами, ориентированными на молодежь. Только потом начинается другое кино. Султан ее сердца оказался очень требовательным и агрессивным. А на родине у него уже есть жена. Но это уже совсем другая история, про такое сериалы в России не снимают. Клеймят только русских мужчин по национальному признаку. Вместе со всем этим продолжается борьба с мигрантами. Сообщается, что в России внедряют новую систему выдворения мигрантов. Власти составили список подконтрольных лиц, включающий более 120 тысяч граждан Таджикистана, подозреваемых в правонарушениях. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщает о предстоящих изменениях в законах, касающихся пребывания иностранцев в России, которые вступят в силу 5 февраля следующего года. В связи с этими изменениями вводится новая система выдворения. Мигранты теперь будут под особым контролем. Им рекомендуют ознакомиться со своим правовым статусом в России, используя официальные сайты Министерства труда и миграционной службы Таджикистана. Ранее сообщалось, что семьям, в которых есть мигранты, теперь придется проходить 3-летний испытательный срок в России. До момента истечения этого периода иностранец, заключивший брак или взявший на воспитание ребенка, не сможет на этом основании оформить гражданство. Соответствующий законопроект был принят в Государственной Думе в этом месяце. Порядок описал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. К примеру, вы фиктивно выходите замуж за какого-нибудь Махмуджона. Он прибывает в Россию и говорит на границе о том, что у него, мол, есть свидетельство о браке с вами. Тогда этот человек, данная семья сразу же в отделе миграции становится на учет. А дальше уже включается система контроля, и будет видно, живете вы с этим Махмуджоном или нет. Среди этих мер – проверки участкового, инспекции специалистов миграционной службы, опрос соседей и так далее, пояснил парламентарий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законопроекты о мигрантах сейчас рассматривает Нижняя палата парламента. Всего на повестке дня 3 законопроекта. Первый – о полном запрете на участие посредников при приеме у мигрантов экзаменов. По данным МВД, средний процент не сдавших экзамен по русскому иностранных граждан в этом году увеличился с 5 до 30%. Такие цифры были обнародованы после того, как порядка 14 тысяч человек не сдали экзамены в присутствии сотрудников полиции. Это говорит о том, что в действительности гораздо меньше мигрантов готовы адаптироваться к жизни в России. В связи с этим, чтобы результаты экзаменов были объективными, предлагается ввести полный запрет на участие посреднических организаций. Следующая инициатива касается упрощения процедуры блокировки интернет-ресурсов, которые содержат рекламу предоставления мигрантам услуг по оформлению поддельных документов для подтверждения миграционного статуса. Блокировать такие ресурсы хотят разрешить во внесудебном порядке. Кроме того, планируется ввести многомиллионные штрафы за подделку, изготовление и оборот поддельных документов для мигрантов. Сообщается, что за первые 7 месяцев этого года из России было депортировано значительно больше мигрантов, чем годом ранее. Рейды по проверке документов мигрантов приобрели массовый характер во всех регионах страны. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!